И опять всем здравствуйте! Я вас приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы с вами будем делать вкусные шашлычки. Значит, у нас есть два вида мяса. Это бедрышки куриные и грудинка индюшиная. Значит, будет два маринада. Отдельно для грудинки и отдельно для бедрышек. Начнем раньше мы с вами, что попадет раньше. Раньше мы начнем с вами делать грудинку, индюшиную грудинку. Мясо мы тщательно промыли и начинаем нарезать. С такого расчета, что мы будем делать с вами на железных шампурах. На железных шампурах кусочки должны быть немножко больше. И мясо не нарезаем меньше, чтобы оно было сочнее. Начинаем работать. Нарезаем мясо наше. Нарезаем поперек волокон. Вот мы нарезали нашу грудинку. Теперь будем делать соус. Соус мы сделаем из следующих продуктов. Так как вы знаете, возьмем майонезик. Взяли наш майонез. Мясо упаковали мы обратно в тару, в гастроемкость, где мы будем перемешивать наше мясо. Значит, мы берем майонез на на килограмм грудинки. Нужна ложка дижонской горчицы, пожалуйста. Ложечка майонеза. Это может быть любой майонез, какой вы любите и какой у вас есть дома. Обязательно нарезать лук. Лук резать большими кольцами, потому что если лук будет маленькими колечками, кусочками, он просто у вас будет пригорать на мангале. Берем щепотку соли, все по вкусу, как вы любите. Любите больше соли, значит дайте больше соли. Любите меньше, давайте меньше. Черный наш перчик. Присыпем, добавим паприку красную и мною любимый мы поставим еще кориандр. Все. Мы раньше перемешаем хорошо без лука. Перемешаем наше мясо без лука. Вот так, чтобы вам было видно, я надеюсь. Надо хорошо перемешать, чтобы все специи подружились с мясом. А для чего мы добавляем майонез? Потому что мы знаем, что грудинка индюшиная и вообще куриная, она немножко суховатая. Майонез придает ей немножко жирности и увлажняет ее. И тогда она получается не сухая, а мягкая, сочная. Взяли лук, бросили. И хорошо перемешали мы с луком. Так, чтобы лук пустил немножко свой сок. Разминаем хорошо мясо. Упаковываем хорошо.
И закрываем нашу гастроемкость. Мы замариновали нашу курочку, а точнее грудинку индюка замариновали, закрыли ее. Пусть специи между собой подружатся, поставим в сторону. Теперь у нас есть бедрышки. Куриные бедрышки. Посмотрите, какие красивые куриные бедрышки большие. Жирок мы не снимаем, потому что оно будет на огне, как стейк. Как стейк мы выкладываем. Если не будет жирка, мясо просто развалится. Шкурка придерживает мясо на огне. Посмотрите, какая красота. Значит, со шкуркой вот такая красота. Ребята, обязательно со шкуркой. Значит, что мы делаем? Первое. Мы берем помидорки, нарезаем наши помидорки. Я к вам говорил, что очень люблю соус с помидорками, потому что томатный сок, есть такие, что льют томатный сок, он просто горит. А если нарежете помидорку, прижмете ее немножечко, чтобы напустила свой сок на мясо. И еще. И опять сожмете. И выложите лучок. Опять же крупно. Крупно нарезаем лук. Крупно. Разминаем лучок, ломаем его в руках. Отлично. И опять ложим лучок, наши бедрышки. Ну и все, что осталось у нас, это добавить лучок. Так я вам говорил. Побольше помидорки. На 1,5 килограмма бедрышек возьмите, пожалуйста, 4-5 больших помидор. Лишнее не будет, а придаст вкус. Поверьте мне, вы попробуйте так сделать, и вам очень понравится. Не спешите говорить нет. Ну, если не трудно, по дороге можете поставить лайк, можете подписаться на мой канал. Напишите, пожалуйста, нравится вам или не нравится то, что я делаю. А дальше просто будет еще интереснее все. Значит, мы добавили помидоры и лучок в наши бедрышки. Снимаем верхние перчатки. Остаемся в чистых перчатках. Мы берем специи. Значит, сюда нам нужно так. Давайте мы немножко нальем подсолнечное масло. Ну, грамм 30. Давайте мы с вами посыпем солью. Солью можете посыпать, как вам нравится по вкусу. Мне нравится немножко больше, кому-то нравится немножко меньше. Вместо черного перца мы добавим белый перец. Но тоже старайтесь немного. Опять же, кто любит острое больше, кто не любит острое меньше. И еще у нас остался лучок, мы его дорежем. Хаотично. Вот так. Положим, чтобы нам ничего не мешало. Поставим все на нашу грудку, на наши бедрышки. Вот мы закончили мариновать наши бедрышки. Для того, чтобы перемешать, нам нужно больше посуда. Наведем на столе порядочек.
Возьмем нашу посуду, гастрономическую емкость нашу, всыпем наши бедрышки. Вот сок еще с помидорчиков. И хорошо помешаем, чтобы лучок отдал свой сок, помидорки, чтобы отдали свой сок. В данном случае проводником специй в мясо является у нас подсолнечное масло. С подсолнечным маслом он очень хорошо все перемешивается, и мясо впитывает в себя лучше специи. Тщательно мы все очень тщательно мы все это перемешиваем. Вот так перемешали. Все мы это выложим, лук, все, что осталось, наложим сверху. Вытрем наши руки. Теперь мы закроем нашу емкость гастрономическую. Поставим в сторону, чтобы не мешало. Вот так. Наш маринад готов. Значит, на грудинку и на бедрышко у нас 2 маринада. Мы мясо желательно положить в холодильник на 12 часов, чтобы мясо хорошо пропиталось этим маринадом. И через 12 часов на 2-3 часа надо вынуть мясо с холодильника, чтобы приобрело комнатную температуру, иначе мясо не будет расслабленное. А когда вы будете жарить, оно может быть сухое. Наконец, прошло 18 часов. Мы вынули нашу грудинку индюшинную с холодильника, нанизили на шампура. И сейчас она должна немножко нагреться, примерно к комнатной температуре. Перевести комнатную температуру. Чтобы она не высохла, мы обвернули ее в пищевую пленку. Дальше наши бедрышки. То же самое, они должны оттеплиться немножко. И мы поставим их потом жарить на гриль. Ребята, вы все увидите, рецепты вы видели, очень вкусные. Если помните, мы в курицу, грудинку мы не добавляли подсолнечное масло, потому что мы соус в маринад, потому что мы брали майонез. Здесь мы добавляли немножко масла, потому что масло является проводником специй мяса. Ну, посмотрим, что с этого получится. Шашлычки готовы. Будем формировать, снимать их. И будем жарить сейчас бедрышки. Потом по готовности бедрышек мы будем формировать мясную тарелку. Смотрите, какая красота, не правда ли? Сочные, красивые. Ребята, посмотрите, и разве это не красота? Посмотрите, как поджарилась наша хрустящая кожица у курочки, у бедра. Видите? И он держит, шкурка это держит стейк. Смотрите, какая красота. Гости позвонили, к нам по дороге едут. Ну, закончим жарить наши стейки, сделаем красивую мясную тарелку и будем накрывать стол. Пожалуйста, наш мясной микс, то, что мы с вами готовили. Стол на праздник накрыт, ждем гостей. Всем мира и добра.